Приветствую вас, друзья, на канале Yacht Family. Есть очень много вопросов на тему, есть ли что взять под восстановление и там что-то чуть заработать. Вот сегодня я тоже хочу вам показать Sun Magic 44, не маленькая лодка, 88 года, которую готовы отдать за 44 тысячи. Это лодка после дейчартинга. Можно сделать из нее классную вещь, и это дешевле рынка. Вообще, таких вариантов просто на примете сейчас. У меня там около 5, скажем, от 15 до 25 тысяч, 31-36 футов. В основном 2 каюты. Просто, я уже не понимаю, как можно в 9-метровках ходить по воде. Это, да я думаю, в любой лодке чувствуешь себя плевком, а в 9-метровке чувствуешь, что просто, Господь просто плюнет на тебя, и все, и тебе ничего не останется. Поэтому такие лодки для жизни я не рассматриваю даже для одного человека. Я не рекомендую думать об этом. Единственный вариант, конечно, если вы такое где-то на берегу имеете там домик, и вы просто там прибыли, там покатались денечек-два в похожую погоду, не живете на ней. Если жить, я говорю прожить, конечно же, прожить. Значит, поэтому будет обзор на Sun Magic 44 от Jeanneau, который есть возможность купить. Варианты, про которые я говорю, я показываю всегда в нашем приват-канале, в который вы можете присоединиться, все ссылки есть в описании. Туда в первую очередь попадают все лодки, которые я нахожу, либо осматриваю. Более того, участники приват-канала имеют возможность созвониться со мной лично и получить исчерпывающую информацию, которой я владею и актуализирую ее постоянно на тему что можно купить, какой процесс покупки, какие возможные затраты вас ожидают, всякие нюансы с переводами денег для некоторых недружественных стран, особенности покупки яхты в Греции, регистрация, страхование, всякие налоги, корочки, ваты. Все, что я на данный момент знаю, я, безусловно, всем делюсь, но, к сожалению, не со всеми, потому что для этого требуется достаточно времени. И у людей куча вопросов. Вы все это можете найти в интернете, порыться. Вопрос, опять же, текущей актуальности этой информации. Поэтому, безусловно, рекомендую получать это от первых лиц. Я вам скажу, что рынок оказался такой маленький, намного меньше, чем, грубо говоря, белорусский рынок в любом сегменте. Да? Это к тому, что все игроки известны. Вот в Греции я знаю всех перекупов, всех брокеров. Знаю, где что стоит, кто как куда кому что передает, как кто выдергивает, как некоторые брокеры из Хорватии выдергивают здесь частные лодки ленивых греков и выставляют их с наценкой, которую я находил напрямую у владельцев. Я думаю, всем понятно, что никто не звонит и с разговором «можно дать тебе, Виталик, денег». Нет. Все звонят с вопросами, с геморроями, со своими какими-то нюансиками. И, я старался, делал для людей разные движения, а потом они говорили: ладно, мы подумаем. Это ерунда. Я трачу свое время, вы цените мое время. Значит, вам от меня что-то нужно? Пожалуйста, приват-канал и камон, милости просим. Далее. Ах, да, забыл добавить. Если вы хотите приехать, пишите и приезжайте. Вообще никаких проблем. Я, правда, этим не сильно занимаюсь, не организую никакие туры, вы просто присоединяетесь. У меня на лодке не было пока никого, кто приезжал бы конкретно побыть на лодке. Все приезжали по каким-то делам, и останавливались. Я всегда рад всех видеть. Скажем, в основной массе я двигаюсь на лодке один, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Просто уточняйте, где, в какой части конкретно и какие планы. Собственно, все. И надо прибраться, потому что на лодке ты находишься в режиме самосохранения такого. Лично я. И у меня, например, еще висят дочкины трусы с сушки с октября, поэтому надо их убрать. Как такового, конечно, срача нету. Все достаточно аккуратно. На лодке все должно быть на своих местах. Но тоже интересно, если подумать, 12-метровая лодка, в ширину она 3,6, даже если брать с коэффициентом пусть 60% по ширине, то 24 квадрата вполне себе студия одна спальня. Польская регистрация. Польскую регистрацию сейчас мы делаем сами.
точнее, у меня есть наш белорус из комьюнити в Польше, который делает регистрации. В отличие от многих таких масс-маркетов регистрации, мы делаем, во-первых, полноценную. Вот в моей регистрации, я не стану сейчас уже доставать, там не прописан, например, мотор. Потому что когда ты заявляешь мотор, а он в Польше должен быть заявлен, если у вас выше 20 киловатт, ну как это, 20 лошадей, да, ну вы поняли, то он должен быть обязательно заявлен и должен быть с подтверждением. И все регистраторы плюют на это, потому что sailboard, все, у тебя паруса это основное, там мотор дополнительный ставит, ничего не ставит в этот пункт, типа как будто ты без мотора ездишь. Не знаю, какие нюансы из этого могут возникнуть, но, возможно, по страховке, либо по оценке, либо еще что-то вас спросят, а вы скажете, у вас в документах нет мотора. Ну, как бы странно, но мотор-то есть. Поэтому они делают для себя чуть попроще. А я сейчас делаю чуть получше. Мы делаем с мотором, со всеми нюансами. Сейчас полностью вникли в процесс регистрации. Стараюсь сделать бюджетно, безусловно. Но в любом случае, это лучшая цена на рынке, что сейчас есть. Это около 500 евро с ММСАем. Но, как я сказал, мы делаем все быстро. Я знаю, есть очень много отзывов у загруженных ребят с регистрацией там по полгода, по 3 месяца. Либо намного дороже. Я знаю, что в зависимости от размера лодок некоторые регистраторы меняют стоимость и добавляют ММСА. Например, там 420 вроде бы в рекламе стоит регистрация лодки, но еще и ММСА 150. Потом оказалось, что по размеру, если у вас 12-метровка, то это уже 500 там, ну и так далее, набегает там 700 евро. Поэтому нормальная цена около, в зависимости от переводов, там туда-сюда, там около 500, там 490-540, примерно так получается. Это коридоры здесь небольшие. От длины регистрация польская, к слову, всем заявляю, никак не зависит. Польское законодательство никак не дробило, никакой пошлины лишней никто не платит. Чистый разводняк длинномеров. Вот так. Так что еще такая вам информация для размышления. Обращайтесь, пишите, открыт, приезжайте, рад видеть. Итак, поехали. Ну что ж, сезон уже перевалил на открытие. Считаем дни до открытия. Это Sun Magic 44 на продаже. Вот здесь вот видно, что переделали ему нос. То ли там обломалось, то ли не хватало, просто для безопасности. Ну, там вроде не выглядит все выломано. Смотрим дальше. Хороший, массивный киль. Ржа есть, значит, железный, да? Смотрим повнимательнее, вверх. Здесь такой регион. На здрасте лодка может получить повреждение. Буквально в один порывчик. Такой перо руля с верхней части скега. Шафт. Винт, кажется, маловато для этой лодки. Такой же, как у меня в те года. Они вот так делали. Смотрим с другой стороны. Кингстоуны. Вот есть ремонт. Вот здесь на стенке. Ну вот такие, но это не признаки осмоса, наверное, все-таки это подбивали эту штуку, содрали. Откровенных признаков осмоса не видно. Незначительные кратеры, минимальные, очень редкие. Ну да, вот здесь вот даже герметик попытка была менять, просто замазали. Давно уже, но все равно тут какая-то работка.
прослеживали. Здесь поставили практически на датчик, да? Коглы. Скоростной. Что, заглянем наверх. Лодка Черторилла, дейчартинг с капитаном. Цепи здесь, извините, с Гулькин. А, это все вместе, если? А, ну да, все вместе. Тогда нормально. Цепи здесь достаточно. Причем это десятка. Хорошая цепочка. Якоря нету, отстегнули. Спрятали. Пойдем глянем наверх. Что у нас здесь? Лебедки, конечно, мощные, хорошие. Люблю такие. Бавария 44 видел. Большие, огромные. Два. Можно завести Шкота с переднего паруса. Латы. Ага, здесь небольшое, слабость небольшая. Ну да, он обломали, что-то спереди была носовая часть еще и обломали, но переделали такую мощную фигню на серьезную вещь. Закрутка тоже после всяких 30-ок и прочих, тут все серьезные такие размеры. Давайте якорное хозяйство глянем одним глазом. Вот здесь хорошо, тоже падает вниз. До этого вот здесь вот стояла. Видно, что тоже, как и у меня, стояла здесь. И когда вы сюда протягиваешь, надо было откидывать. Переместили сюда. Теперь она падает прямо вниз. Не знаю, хорошо ли это плохо. В плане, на что они там заменили. Но в целом точно удобнее. Так, смотрим назад. Ванты. Дублирующие ванты. Натянуты хоть куда. Толщина вот этой диагоналки просто атомная. Lazy back. Шкоты заведены в кокпит. Здесь вот стенки глухие. Тоже через интересную, через резиновую такую прокладку. Что, наверное, должно от ликвида спасать. Сейчас глянем внутри. Но внутри вижу уже дверь открытую, что не сильно положительно говорит о том, что влаги внутри нету. Для чего-то приоткрыли на проветривание дверку маленькую. Вообще интересно, конечно, здесь. Вот такого размера бойничка. Вообще маленькая. Потому что есть предбанник. Это посадка высокая. И еще предбанник. И уже внутрь. Давайте пока по кругу. Здесь два рундука. Хозяин должен подойти. Янмаровская что-то там. Говорят, автопилот здесь не фонтан. Ну, типа, не жив. Рундуки относительно просторные, плоские, по крайней мере, в глубину туда. Точнее, в ширину, не в глубину, там, как у меня в глубину, и пользоваться не сильно удобно, надо глубоко лезть. И сзади закрыты, потому что, опять же, сороковники сзади открытые, и... Ой, сороковники, говорю, 362 есть, джипси еще. И в ней открыто, конечно, там можно все потерять. Трапчик отбрасывающийся. Довольно симпатичная лодка. Янмар стоит здесь. Не молодой. Зад тоже ремонтировался. Залетали на нем. Вот кусок. Тут вроде все пучком. Руль хоть куда такой. Серьезный. Музыка есть. С приборов слабенько здесь. Клипер какой-то дешманский. Римарин. И говорят, даже есть автопайлот, который спит и дипс. Клипер, наверное, ветер. Но не знаю, можно считать, что нет. Снизу ничего. Музыка есть, столик.
кухня тут просторнее моего, но не сказать, что значительно для такого размера. Ну что, глянем внутрь, пока его нету. Все равно, что мало ли, он сказал 10 минут. Может, и в 10 минут, конечно, продлятся намного дольше. Давайте глянем. Что-то у них такое залило, что все инструменты на столе лежат. Что и как у них здесь залило. Отыгрывает пол немножко. Лодка не очень дорогая. Ой, какая маленькая каютка, посмотрите. Но зато есть детская вот такая вот штучка интересная. Такая юниоров, семейная, со своей раковиной. С этой стороны такого же размера, только без детской. Давайте. Пол здесь тоже что переделали. Немножко играет. Что у них под поелами? Не поднимается, прикручено. О, здесь вода, там вода. Но если в этих, то нормально она воды, короче, набирает. Такой геморрой не хочется. Туалет задний. Механический, с душем, пластиковый. Откуда ж-то вода так херачит? Нет, не сухую лодку, конечно, точно не хочется брать каждый раз. Тут гемор, но в целом деньги очень небольшие. Сколько они там просят за нее? Сейчас 48 просят, конечно, надо торговаться. Здесь есть еще один туалет, душ. Тоже вон там и запах есть, и какую-то штуку делают. И здесь есть одиночки. Передняя. Что передняя каюта меньше, чем моя. Ну, может, так кажется, но в целом ширина достаточно поинтереснее. В рундуках ничего, лодка не хозяйская. Лодка все-таки чартерная, стая, говорят. Посмотрим, что здесь. Тут везде вроде бы сухо, но вот сзади куча воды. Холодильник от души. Полочки. Все пустует. И должен быть янмар. Янмар 50-сильный здесь. 50-сильный янмар. 4 там Z старенький. Вроде работает как часики, со слов. Кулинг-система, как называется, осушена. Но интеркулер не вытащили. Единственное, захотелось посмотреть килевые болты. Так как непонятно, что здесь все-таки чартерная лодка, но внизу они закрыты вот таким вот образом. В колодце очень немножко воды. В остальном, конечно, на свои деньги вариант интересный. И вон там вот тоже на просушку поставлено. Надо поговорить с хозяином. Тись по этой марине. Там чартерный, понятно, флот такой уже крупногабаритный. А здесь помельче. Катамараны. Тут тоже какой дэмэдж. Здесь что-то стальное. Спущенные мачты. Рыбаки. I love whiskey. Виски Чарли. Моторы внизу. Давненько стоит, видимо, здесь. Маленькая марина. Вообще, честно сказать, Сирос это, ну, жопа. Если с севера, там проблемы к паромам, которые все это раскачивают, там народ трясется. А если с юга стоять, где мы стоим, там заходит волна в очень большую часть. Я вот там стою. И ну его нафиг тоже там стоять.
Чуть попозже выясню, сколько здесь подняться. Может быть, в начале сезона, когда спустится, можно здесь подняться. Недорого. Наверняка. Дядя чинит катамаран, какой-то прогулочный местный тоже. А вот там 3 лодки стоят. Это этой компании местной, которая делает дейчартинг. Берется человека. Даже не знаю, ничего интересного здесь нет. Здесь огромный док в Сиросе. Огромный док. Нет. Разные корабли из Панамы, киприотские регистрации, ну и греческие, понятно. А феррики то ли на обслуживание, то ли прячутся. Сюда вообще, когда задувает, очень часто заскакивают всякие танкера и прочее. Ребята, и отстаиваются здесь 2-3 дня. Снять. Здесь Миконос близко, это очень дорого. Многие Сиросы делают трипы на Миконос сюда. И часть флота маленького тоже стоит в этом, в лазарете, стоит с Миконоса, делают туры там. Малышики-бальчиши. Раньше думал, вот, достаточно такого для путешествия. Сейчас говорю, что и уже и моей длины не сильно достаточно. Ну, такой-то прям минимальный размер. Где-то 10-11 метров. Если еще посвежее, то ладно, пусть там 10. Меньше? Не, ребят. Их раскачивает. Это вообще, тут, я не знаю, чувствуешь себя просто как плевок в океане. Просто как плевок. Вот красота. Сразу чувствую такой вес, массив. Серьезно. А так, конечно, катамаран. Катамаран стабильный, комфортный. Ну и городская стенка здесь тоже такая. Не стенка, это марина тоже. Там не обслуживаем, а здесь якобы городская. Ну, вся оккупирована рыбаками. Здесь хоть по-божески. В плане защиты.